мои дорогие любители вязания! Предлагаю вам сегодня связать вот такой очень красивый и очень несложный японский узор из знаменитой книги автора Хитоми Шида «260 узоров спицами». Этот узор в книге под номером 47. Вот такие замечательные листики между ажурных дорожек шишечками. Раппорт узора составляет 21 петлю в ширину и 20 рядов в высоту. В начале раппорта вяжутся два установочные ряда, которые не входят в раппорт. Еще что хочу сказать, вот у нас схема, это ажурная дорожка с шишечками и схема самих листиков. Так вот, у ажурной дорожки с шишечками раппорт в высоту составляет 8 рядов. То есть, если мы будем повторять узор с листиками через каждые 20 рядов, с 1 по 20 ряд, то узоры с шишечками мы повторяем с 1 по 8 ряд. Как бы не очень удобно, тут надо смотреть, но это несложно, поверьте, это совсем несложно. Здесь у меня связано 3 раппорта в высоту, и заканчивается, вот раппорт, начинается ажурная дорожка, листики, вот закончился раппорт. Снова ажурная дорожка с шишечками, листики, закончился, дорожка с шишечками, листики. И здесь в конце я отдельно провязала еще дорожку с шишечками, чтобы уже узор смотрелся завершенным. Все, давайте начнем. Я рекомендую этот узор для начинающих любителей вязания, которые хотят познакомиться с японскими узорами. Нам понадобится крючок. Набираем на спицы 21 петлю плюс 2 кромочные, 23 петли. И я вот хочу вам показать. Первый ряд, вот установочный, показаны все лицевые петли. И второй ряд уже вяжется по рисунку. Второй изнаночный ряд. Вот. Я в таких узорах первый ряд всегда вяжу как второй. Просто это удобно и смотрится, это ничуть не портит рисунок. Итак, вяжем первый установочный ряд. О том, что мы первую кромочную снимаем, вторую кромочную провязываем изнаночной, я говорить не буду. Первый установочный ряд вяжем 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 12 лицевых, и 2 изнаночные в конце ряда. Второй установочный ряд вяжем петли по рисунку. Лицевые мы вяжем лицевыми, изнаночные мы вяжем изнаночными. Мы провязали 2 ряда, которые не входят в раппорт узора. И сейчас мы начинаем вязание самого узора. Начинаем его с первого лицевого ряда. После кромочной мы провязываем 2 петли с наклоном вправо за передние стенки. Я вяжу бабушкиными петлями, поэтому мне неудобно подхватывать за передние стенки петли. Я разворачиваю их, провязываем 2 вместе лицевой за передние стенки. Сразу они ровненько лежат и легко подхватываются. Делаем накид, изнаночная и накид, и 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки с наклоном влево. Далее будет 2 изнаночных, 8 лицевых. Теперь, внимание, нам нужно 3 петли вместе провязать лицевой с наклоном в правую сторону, за передние стенки. Разворачиваем те, кто вяжет также бабушкиными петлями. Разворачиваем все 3 петли и провязываем их вместе лицевой. Далее накид, лицевая, накид. В конце ряда 2 изнаночных.
В лицевых рядах всегда в конце ряда будет 2 изнаночных, и в изнаночных рядах в начале ряда будет 2 лицевых в этом узоре. Второй изнаночный ряд вяжем петли по рисунку, то есть лицевые мы вяжем лицевыми, накиды мы вяжем изнаночными, и изнаночные петли мы вяжем изнаночными. У нас получается 2 лицевых, 12 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. В дальнейшем я ряды, изнаночные ряды, где петли вяжутся по рисунку, буду пропускать, буду говорить просто номер ряда. Вяжем 3-й лицевой ряд, провязываем 2 лицевые. На следующей петле мы будем вывязывать шишечку. Шишечку мы будем вывязывать крючком. Втыкаем крючок в петлю, вытягиваем воздушную петлю, снимаем со спицы и провязываем 2-ю воздушную петлю и 3-ю воздушную петлю. Далее делаем накид и вывязываем петлю. Снова делаем накид и снова ввязываем петлю. И еще раз делаем накид и еще раз ввязываем петлю. У нас на крючке 7 петель. Через эти 7 петель мы протягиваем рабочую нить. Где-то зацепилась. И через петлю протягиваем, вывязываем воздушную петлю. Далее эту воздушную петлю нужно закрепить, опустившись на ряд ниже. Не сюда, вот откуда мы вывязывали все эти петли, а вот в петлю на ряд ниже. Вот сюда. Вывязываем воздушную петлю, протягиваем через петлю на шишечки и возвращаем эту петлю на правую спицу. Вот так. Провязанная таким способом шишечка будет надежно держаться, она не будет уходить наизнанку, как это часто бывает. Ну, сейчас это, конечно, легко она уходит. А в самом полотне это очень удобно. Она не будет уходить наизнанку, она уже очень хорошо закреплена. И я это так объясняю долго. На самом деле это быстро вяжется. Просто хочется, чтобы все поняли, чтобы всем было понятно. Вяжем дальше 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. Дальше снова 3 петли, провязываем вместе лицевой за передние стенки. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. В конце ряда 2 изнаночных. Вяжем 4-й изнаночный ряд. Мы вяжем здесь петли по рисунку. Лицевые мы вяжем лицевыми, будет 2 лицевых, 12 изнаночных. Две лицевые и дорожка с шишечками. 2 изнаночные, и вот эта петля от шишечки мы ее провязываем лицевой. Далее 2 изнаночных. Вяжем 5-й лицевой ряд, делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки. Далее изнаночная петля, 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки, делаем накид, 2 изнаночных, 4 лицевых, 3 петли вместе провязываем лицевой за передние стенки с наклоном в правую сторону. Далее будет 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, 2
изнаночных. Шестой изнаночный ряд, все петли вяжем по рисунку. Вяжем 7 лицевой ряд, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночных, 2 лицевые, 3 вместе лицевой провязываем за передние стенки с наклоном вправо. Далее 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 изнаночные. 8 изнаночный ряд, петли провязываем по рисунку. Мы провязали с вами 8 рядов. Вот посмотрите. Раппорт с листиками мы будем продолжать дальше. А раппорт с шишечками у нас закончился. И сейчас мы будем начинать 9 ряд. Это будет первый ряд раппорта. Пока, конечно, мы по схеме его вяжем, но просто не забывайте, что раппорт с шишечками повторяется с 1 по 8 ряд. Итак, вяжем 9 лицевой ряд. 2 петли вместе провязываем лицевой за передние стенки. Делаем накид, изнаночная петля, снова делаем накид и 2 петли вместе провязываем лицевой за задние стенки. 2 изнаночных. Далее 3 петли провязываем вместе лицевой за передние стенки с наклоном вправо. 4 лицевых, накид, лицевая, накид, 4 лицевых и 2 изнаночных. 10 изнаночный ряд, петли вяжем по рисунку. Вяжем 11 лицевой ряд, провязываем 2 лицевые и на 3 петле мы снова вывязываем шишечку. Вывязываем воздушную петлю, снимаем петлю со спицы, 2 воздушная петля, 3 воздушная петля. Делаем накид и вывязываем петлю. 1 раз, накид, петля, 2 раз, накид, петля, 3 раз. Через все нити на крючке протягиваем рабочую нить, через все петли на крючке. Далее закрепляем ее воздушной петлей и опускаемся в петлю на ряд ниже, вот сюда. Вытягиваем воздушную петлю и хорошенько закрепляем. Возвращаем эту петлю на правую спицу и хорошо-хорошо подтягиваем. Все. Далее 2 лицевых, 2 изнаночных. Делаем накид, лицевая, накид. Далее 3 петли вместе провязываем лицевой за задние стенки с наклоном влево и 8 лицевых. В конце ряда 2 изнаночных. Мы провязали 11 рядов и в 12 лицевом ряду мы вяжем петли по рисунку, только вот петля от шишечки, вот эта петля, она у нас будет провязываться лицевой. Остальные все петли по рисунку. Вот она, эта петля, мы провязываем ее лицевой. Вот так вот после 12 рядов у нас выглядит образец. Вот изнаночка. Вяжем 13 лицевой ряд. Провязываем, делаем накид, провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. Изнаночная петля. 2 вместе лицевой провязываем за передние стенки, делаем накид. Далее будет 2 изнаночных. Затем лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 3 петли вместе провязываем лицевой за задние стенки. 6 лицевых и 2 изнаночных. В 14 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вяжем 15 лицевой ряд. 2 лицевые,
1 изнаночная, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево, 4 лицевые и 2 изнаночные. В 16 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вяжем 17 лицевой ряд, провязываем 2 вместе лицевой за передние стенки с наклоном вправо, делаем накид, изнаночная петля, накид, 2 вместе лицевой за задние стенки с наклоном влево, 2 изнаночных, 3 лицевых, накид, лицевая, накид, 3 лицевых, 3 вместе лицевой за задние стенки. Далее будет 2 изнаночных и 2 лицевых в конце ряда. В 18 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Вяжем 19 лицевой ряд, провязываем 2 лицевые и на 3 петле мы вывязываем шишечку. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, накид, лицевая, накид, 4 лицевые, 3 петли вместе провязываем лицевой за задние стенки с наклоном влево и в конце ряда 2 лицевые. В 20 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, только петля от шишечки у нас провязывается лицевой, вот здесь. Ну все, мы провязали 1 раппорт в ширину, 1 раппорт в высоту. Вот такого замечательного, шикарного японского узора. Согласитесь, что действительно узор не трудный, совершенно не трудный. Тем более, что изнаночные ряды провязываются здесь по рисунку, не надо заморачиваться. Красивый узор, рекомендую его для начинающих любителей вязания, кто хочет научиться вязать японские узоры. Ставьте лайк, если вам понравился мастер-класс, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Я желаю всем удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.